Аригатофи спиктусята, но остальным соболезную. Сегодня я сошел с ума. Я купил комп вслепую за 130 тысяч рублей, даже не зная, что у него внутри. Все, что мне было известно на момент покупки, это то, как он выглядит. Название процессора, название видеокарты и количество оперативной памяти. Все. Но как вообще это вышло? Полгода назад, когда я переезжал в Калининград, более подробно можете ознакомиться в этом видосе, у меня конкретно так встал вопрос. Нужно где-то достать ПК, чтобы делать вам видосы, играть в игрушки. В общем, нужен был компьютер. Самое выгодное предложение, которое я нашел на Авито, это ПК, который продавался сразу и с монитором, с клавиатурой, мышкой, наушниками, микрофоном, и все это за 90 тысяч рублей. При этом вот с такими вот неплохими характеристиками. Я этим ПК был полностью доволен, потому что было очень выгодно, но спустя полгода мне не покидала та мысль, что этот ПК бэушный. А во мне есть такая неприятная черта, я дикий перфекционист, ненавижу ничего бэушного. Просто чтобы вы понимали, пример жизни, когда я собирал ПК еще на прошлой хате себе, был вариант установить жесткий диск на 1 терабайт задней крышки корпуса. И банально сидев за этим компьютером, я бы знал, что там есть какой-то некрасивый элемент. Именно поэтому я не ставил себе жесткий диск в принципе. Но в общем, из-за моей шизы в первую очередь, во вторую очередь ради контента и в третью очередь, чтобы просто немножечко проапгрейдить свой компьютер, я решил купить комп вслепую с Озона. Я очень много вариантов смотрел, и собирать самому, и готовый ПК с DNS, и готовый ПК в каких-то ноунейм магазинах, но в итоге так получилось, что этот компьютер по своим характеристикам, которые написаны, там процессор, оперативка, видеокарта, он самый дешевый среди всех, которых я находил в принципе. Например, готовые сборки в DNS и так выгоднее, нежели собирать самому, а этот ПК еще на 10 тысяч выгоднее, чем покупать готовый в DNS. По крайней мере так на бумаге. i5 11400F и RTX 3060 Ti. Забегая наперед, хочу сказать, что с ним не все так просто, как хотелось бы. И эти подводные камни всплыли, когда я пришел впервые на Intel. В общем, купил комп вслепую за 130 тысяч рублей. Надеюсь, вы чаечек взяли, лайк авансом поставили и на канал подписались, а мы начинаем после небольшой рекламки. Думаю, ни для кого не секрет, что программисты продолжают быть сильно востребованной профессией. Зарплаты растут из года в год, а Java остается в тренде как один из самых популярных языков программирования. Java Rush университет – лучший способ научиться программировать на Java с нуля до уровня Junior. Обучение длится 12 месяцев. С первого занятия вы самостоятельно пишете программы. При этом интерактивный онлайн-тренажер автоматически проверяет ваш код, и вы видите, все ли вы сделали правильно. Также появились новые возможности. Живые групповые занятия 2 раза в неделю. Закрытый чат, где можно общаться с одногруппниками и командой поддержки курса. Факультативы по разным темам и не только. Java Rush университет подойдет вам, если вы новичок в программировании, уже изучаете Java, но чувствуете, что не хватает практики или поддержки ментора, либо хотите основательно изучить новый язык. Добавок, по окончанию обучения у вас будет готовое портфолио, а также помощь в трудоустройстве. Java Rush университет — это расширенная программа обучения, которая включает все, что нужно, чтобы устроиться на роль Java Junior разработчика. Ссылочку на такой полезный сервис и промокод на 50% скидку на первый месяц обучения в Java Rush университет я оставлю в описании. Ну что ж, компьютер с Озона. На момент заказа было понятно то, что там стоит 3060 Ti, 11400F, 16 гигабайт оперативки и на 1 терабайт M2 SSD-шник. Точная модель ни одной железяки не была известна, а про материнскую плату и блок питания в описании в принципе не написали. То есть ты в прямом смысле покупаешь себе комп вслепую. Такой сюрпризик за 130 тысяч. Но есть два очень привлекательных момента у этого компа. Во-первых, дизайн. На каждом корпусе ты увидишь наклейку RTX во весь экран. Но также цена 128 тысяч. Даже если бы там стояли самые дешевые комплектующие, он в любом случае был бы дешевле, если его собирать самому. Это и так было понятно, но было интересно, насколько мы получаем выгоду. В итоге он у меня, кстати, доставка была очень быстрая и пришел мне на 5 дней раньше. Внутри у нас всякая документация, диски, доказательства, что я купил этот ПК за свои деньги с Озона. А то мало ли, на всякий случай буду доказывать, просто когда я закинул спойлер в свой телеграм-чат, люди подумали, что мне его выслали. Нет, я покупаю зачастую все за свои деньги. Если что-то выслали, я прямо об этом говорю. Также, видимо, в подарок положили Wi-Fi модуль. Сразу же разочаровался, потому что подумал, там стоит ну совсем донная материнка, которая даже не имеет Wi-Fi модуля. Зачастую такие материнки дешевые. Когда его полностью освободил от оков пупырки, разочаровался еще раз, потому что на корпусе у нас не закаленное стекло, а сраный пластик. Почему я об этом говорю? Потому что когда я его распаковал, мне не посещали мысли, что там стоит все комплектующие максимально дешевые и донные плохие. Хотя на бумаге написано, типа, у тебя 3060 Ti, братан, будет все нормально. Но дальше я начал копаться и подснимать. И тут я хочу забежать наперед и сказать вам сразу, сколько стоил этот ПК, если собирать его самому. 146 тысяч рублей. Мы экономим 28 кусков, покупая этот компьютер. Мне практически все комплектующие удалось найти в DNS, кроме оперативки и блока питания. Оперативку я нашел таким же объемом, такой же частотой, такими же таймингами, только другую. А блок питания я посмотрел, сколько стоил тот, который стоит в ПК, и нашел за такую же цену какой-то Zalman Gigamax. Просто вдумайтесь, 28 тысяч разница, и не в пользу, чтобы собирать самому. Это просто жесть. Чтобы вы понимали, изначально я хотел купить компьютер от Z-Gaming и сделать видос вот про этот компьютер. Ну там процессор хуже, и все характеристики уже известны. Можно было загуглить и посмотреть, сколько ты экономишь. Там ты экономишь 10 тысяч. Типа скажете, да, хорошая экономия, но здесь 28. Экономия экономии, но теперь главное узнать, хорошие ли комплектующие здесь стоят за такие деньги. Начнем, пожалуй, с самого неинтересного. Видеокарта 3060 Ti от гигабайтов. Тут и все так понятно.
Классно. Но если серьезно, то 3060 Ti мощнее, чем 2080 Super, а эта видеокарта стояла в моем старом мощном компьютере, и сейчас меня очень радует то, что это самая мощная видеокарта, которая у меня была. Intel Core i5 11400F, здравствуйте, я стал Intel боем. А если серьезно, то я всегда хорошо относился как к той и той компании, но последние 3 года я сидел на AMD. На Ryzen 9 3900X и на Ryzen 5 3600X. На обеих конфигурациях у меня не было никаких проблем, а здесь я впервые сижу на Intel, и у меня начались проблемы, о которых я хочу поговорить позже, когда мы закончим перечислять все комплектухи. Материнская плата Asus Prime B560+, глядя на ее цену и на B-чипсет, я обрадовался. Глядя на отзывы, немножечко разочаровался, потому что у нее очень большой процент брака. Видимо, не очень удачные модели, ее скупают такие сборщики, как Раскат. Кстати, я забыл сказать, сборкой этого компьютера занимается какая-то фирма Раскат. Вообще не знаю, кто это, но, видимо, таким компаниям по дешевке отдают какие-то такие проблемные материнки. Вот, честно говоря, в данной ситуации мне не важно, какой там процент брака, если у меня все работает отлично. Если компания, производящая компы, смогла купить у Asus эту материнку подешевле, чтобы продать в итоге мне ПК подешевле, я в итоге получаю более мощный ПК за меньшие деньги. Даже если впоследствии с материнкой что-то будет не так, я на ПК сэкономил 28 тысяч. В любой момент можно заменить и остаться все равно в плюсе. Короче, не совсем однозначная ситуация, лично меня все устраивает, так как никаких проблем в плане материнки нету, а остальным соболезную. Мое самое любимое SSD M2 на 1 терабайт, и все, больше ничего нет, никаких жестких дисков, потому что я лично их не одобряю. Не в плане сами жесткие диски, а лично для моей ситуации, потому что я монтирую видосы, и когда ты монтируешь каждый файл, тебе нужно считывать в монтаж-программе. Чем больше у тебя скорость чтения, тем, соответственно, у тебя лучше работает монтаж. На жестких дисках уже при Full HD 50 тысяч битрейда начинаются проблемы. При SSD это все нивелируется ее скоростью чтения. Понятное дело, что все еще зависит от процессора, оперативки, видеокарты и так далее, но если у тебя все мощное, а при этом ты монтируешь видосы и считываешь свои видеофайлы с жесткого диска, у тебя в любом случае будут лаги. Поэтому для меня это очень хорошо, что здесь стоит 1 M2 на терабайт и жестких дисков нету, потому что я бы за них переплатил, а они мне не нужны. При самое главное, какие здесь скорости. Конечно, не фантастические, как у моего прошлого SSD-шника Samsung, но тут и стоил как бы столько же, но при этом в 2 раза меньше объема имел. Короче, нормальный SSD-шник, при монтаже больше 30% он у меня не загружался. При этом на материнке есть 2 слота под M2, и мне непонятно, почему вот этот основной SSD-шник засунули сюда, в нижний слот, а не верхний, где есть радиатор. Какие-то загадки Жака Фреско. Ну ладно, не проблема переставить, идем дальше. Оперативная память. 3200 МГц, 2 плашки по 8, тайминги 16, 18, 18, 36. Абсолютно дефолтная оперативка без каких-либо вау-эффектов, если, конечно, вас не возбуждает подсветка, хотя мы все прекрасно знаем, что она уменьшает FPS, поэтому задумайтесь. Блок питания Asus TUF Gaming 650 Вт. Не особо много нашел про него в интернете, отзывов мало, а единственный какой-то более-менее обзор у Nitroxenus. Только там на 450 Вт, а у меня на 650. Суть это особо не меняют, компоненты одни и те же. Это точно не какой-нибудь XAS или Aerocool, хороший блок питания только за свои деньги. Ну и по мелочам кулер Janspro MX400, не знаю, впервые слышу, неплохо светит, красивенький такой, но так как он переливается в RGB подсветке где-то раз в минуту, он у меня как будто ее сбрасывает и происходит такое небольшое мигание. Но по температурам больше 70 градусов процессор у меня при стресс-тесте не выдавал, но это и понятно, потому что у него всего TDP 65 Вт. Короче, кулек красивый, не особо шумный, а охлаждение, там процессор такой, что охлаждать-то особо и нечего. Ну и, собственно, визитная карточка этого компьютера, корпус, на который нанесена гравировка GeForce RTX. И тут я начинаю догадываться, почему этот ПК стоит дешевле, чем его конкуренты вообще где бы то ни было. 100% эта фирма Раскат как-то смогла докрифаниться с NVIDIA, чтобы использовать их логотип RTX карточек у себя на корпусах в своих сборках, тем самым рекламируя их и получая деньги, а за эти деньги они могут делать ПК дешевле и продавая нам их за очень маленькие деньги. И это просто гениально. Мы как покупатели экономим, компания Раскат продает свои сборки, а NVIDIA получает рекламу. В итоге все в плюсе, а мне даже нравится, как выглядит эта наклейка. Я не буду ее убирать, она классная. Я вам даже больше скажу, мне настолько нравится вот этот GeForce RTX, что я заказал себе виниловую наклейку Чинакафу, чтобы у меня в итоге ПК стал GeForce RTX Чинакафу. Пока она еще ко мне не пришла, но как только придет, я обязательно в телеге поделюсь, что в итоге получилось. Обязательно подписывайтесь, ссылочка в описании. А что по поводу самого корпуса? Ну, как я уже и сказал, стекло здесь это пластик, а передняя крышка прекрасная. Владельцы домашних животных, в частности кошек, меня поймут. Они любят залезать на компьютеры. И здесь кнопка выключения, она под скосом таким, то есть лапой она своим не нажмет на нее. А также, что очень важно, волосы от кошки очень легко убирать рукой с передней стороны, где всасывается воздух. Также происходит некая синергия. Из-за того, что у нас GeForce RTX, а NVIDIA это как бы зеленый цвет, здесь только зеленая подсветка. Также из плюсов можно установить водяное охлаждение, много внутри места, ну красивенький, реально такой кучерявый, но то, что стекло пластиковое, это непростительно. Напоминая мысли своего видоса, меня бесит такие моменты, и просто сидя, зная, что оно пластиковое, короче, не до конца меня устраивает в итоге этот ПК своей внешкой. Что по итогу комплектующим? Да, хоть я озвучил некоторые минусы, напоминаю, экономишь ты 28 тысяч. За такие деньги ты лучше ни в коем разе не соберешь. На любые недостатки здесь можно закрыть глаза, учитывая, что ты получаешь за такие деньги. Но на что точно нельзя закрыть глаза, так это на Intel. Извините меня, эти 3 года я сидел на AMD, и у меня не было никаких проблем абсолютно с ним. И здесь же началось следующее. Я впервые в жизни столкнулся с тем, что после установки Windows тебе нужно ручками
скачивать драйвера. Когда я пользовался AMD, я переустанавливал Windows каждые 2 месяца, и все драйвера у меня подкачивались автоматически с центра обновления Windows. Здесь же посмотрите, сколько всякой дичи мне пришлось скачать, чтобы восклицательные знаки пропали у меня с диспетчера устройств. После того, как я 3 драйвера скачал на Intel, я решил докачать все остальное просто в охапку на всякий случай. Возможно, для вас это нормально, но я, честно говоря, я впервые столкнулся с тем, что мне пришлось что-то качать для того, чтобы у меня все нормально работало. И это не избавило меня от главной проблемы на этом ПК — микрофризы. Я всегда говорил и сейчас вам повторяю, я не профессионал в сборке ПК, я не профессионал в настройке, там вот эти микротайминги выставлять, какие-то частоты, вольтаж поднимать. Я во всем этом профан, но своих поверхностных знаний хватает, чтобы просто зайти в любую игру, ощутить микрофриз и понять, что у меня такого раньше не было на AMD. Смотрите, я просто бегу по Геншину без каких-либо вообще визуальных эффектов, обычный бег вперед и микрофриз. И это абсолютно на чистой системе. Да, я включил XMP профиль, да, я пробовал с выключенным XMP профилем, да, меня рекомендовали, как поставить там нужные тайминги. Я прошивал BIOS до последней версии, включал и отключал файл подкачки. Я переустанавливал винду на всякий случай. Ничего абсолютно не менялось. Микрофризы как были, так и есть. Забавная ситуация произошла, когда я решил записать тесты в Киберпанке. Произошло следующее. Пытает кукол, снимает это на видео и продает. Я не могу это тестировать, я не могу. Это больно, это очень больно. У меня сломан был полностью звук. В итоге я зашел в него заново без наушников, отключил полностью звук и смог записать вам FPS монитор. Примерно 40-45 кадров. Тестировалось все на абсолютнейших ультрах. Ультрее некуда. Дальше мне друг дал погонять в Dying Light, чтобы я записал вам тесты. И здесь очень сильно ощущались те самые фризы. Не знаю, может быть, игра просто сырая, сильно не берусь судить, но учитывая, что у меня и в Геншине были эти фризы, и вообще везде фризы, и здесь тоже фризит, какая-то закономерность, не находите? При этом в целом по FPS все хорошо, его много, везде по абсолютной ультра включены, RTX где только можно засунут. При этом всем я забыл сказать, что у меня монитор-то 2К разрешения, и то есть сам FPS нормальный, но микрофризы есть везде. В Апексе побегал на стрельбище, тоже ощущал, что что-то не так. Майнкрафт RTX, хотя там вообще не объективно, это ж Майнкрафт, он всегда фризит. В общем, я решил не зацикливаться на FPS, на тестах. За эту сборку вы можете загуглить в интернете и посмотреть, сколько на FPS выдают, но у меня явно что-то не так. Сразу скажу, все возможные варианты решения проблемы я уже перепробовал, кроме покупки другого железа, но я даже не могу представить, что здесь не так. Единственное мое подозрение скатывается на Intel. Еще раз уточняю, я не хейтер и не фанат той или иной компании, просто так уж получилось, что предыдущие 3 года я сидел на AMD, у меня все было хорошо. Здесь я перешел на Intel, у меня начались какие-то проблемы. Из каждого утюга я слышал, что Intel гораздо лучше работает с играми, что он гораздо лояльнее относится к оперативной памяти. Почему так получается, что предыдущая моя сборка на 3600X Ryzen лучше работала на оперативке, где ниже частота 3000 МГц и выше тайминги. Здесь же на Intel у меня 3200 МГц и ниже тайминги, и оно фризит. Из-за этого я могу сделать вывод, что дело точно не в оперативке, хотя может быть я и не прав, обязательно пишите в комментариях. Абсолютно все подробные характеристики этого ПК и моего старого ПК, где все работало хорошо, я оставлю в описании, чтобы вы ради интереса могли сравнить и может быть помочь мне разобраться, почему здесь все так хуже. На всякий случай напоминаю, хуже в плане стабильности, в плане FPS все реально больше, потому что 3060 Ti. Ну и конечно же вот латентность без XMP профиля и с ним. Тесты в каких-то там играх, на которые мне хватило терпения, вы также видели фоном. Стресс-тест в AID показал, что с температурами все хорошо. SSD-шник тоже достаточно быстрый. Я не знаю, в чем проблема и не хочу гнать просто так на Intel, может быть реально дурачок. Но пока я не разобрался в ситуации, почему этот ПК фризит, я не хочу собирать свой будущий ПК на Intel опять. Обновлю я этот ПК скорее всего где-то через год, когда DDR5 что-то из себя будет представлять. Тогда я вряд ли возьму себе Intel из вот этой неприятной ситуации. Могу ли я посоветовать вам брать этот ПК за 130 тысяч с Озона? Наверное, не знаю, потому что есть проблемы, которые как бы не хочется вам рекомендовать. В тот же момент я понимаю, что ты экономишь целых 28 тысяч, и, например, сейчас я вообще не жалею об этой покупке. Я немножечко помучаюсь, если найду какое-то решение, обязательно напишу в закрепе вообще, что было с ним. Но в целом я даже за такую экономию со фризами готов мириться. Если что, я его сейчас могу продать по отдельности и выйду даже в плюс. Возможно, я вот так вот не уверен, но могу вам посоветовать посмотреть, что эта компания еще делает, потому что у них там ПК даже за 50 тысяч также дешевле, если бы вы их сами собирали. Но напоминаю, я купил это за свои деньги, что это за компания, вообще не знаю, просто вижу, что они самые дешевые. Как видите, не без проблем. Рисковать, не рисковать уже дело ваше. Я рискнул, не особо пожалел, но вы контент получили. А если вы хотите больше такого контента, то ставьте лайки. Я как бы ни на что не намекаю, но мои девушки там как бы тоже ПК не мешало бы обновить, а ПК с DNS и Z-Gaming как бы без обзора лежит на моем канале, да, там вот 50 тысяч лайков, как бы. О чем это я? Спасибо за просмотр, пока.